Всем квадратный привет, с вами я, Александр, и сегодня я хотел поговорить о одной очень такой вот неприятной болячке этого квадроцикла. Otis Puff Cross 650, 800, 1000. У них у всех есть одна болячка. Не знаю, с каких годов это началось, но вот 2024-2025 на всех форумах я сколько не читал, у всех это проблема. Проблема заключается в том, что когда ты хочешь резко тронуться на квадроцикле, нажимаешь курок, скажем так, больше, чем на 50%, либо когда в крутую горку пытаешься тронуться, квадроцикл не трогается моментально, он как будто поднимает обороты, но задыхается, как будто он захлебывается, не знаю. Поднимаются обороты и снова падают, поднимаются и падают. Я прикреплю видео, на котором это хорошо видно. Так вот, обратился к дилеру, дилер сказал, что это все нормально, это защита от перегрева ремня, не знаю что. Ну, в общем, почему-то на других квадроциклах этого нету, на вот этом стоит такая вот защита. Я понял, что это все, скажем так, брехня, и начал искать по форуму. Перерыл все форумы, и на одном из немецких форумов я нашел парня, который также обращался к дилеру. Дилер также сказал, что все нормально, но он не остановился, снял видео, отправил Одису прямо в Китай, на что, ну, по-моему, сказал, через месяц Одис ответил, что да, реально, есть такая проблема. И эта проблема заключается в том, что на этих квадроциклах есть ограничитель скорости и ограничитель оборотов. Ограничитель скорости, который снимается, фишечка, после того, как проходишь обкатку, это решается, а вот ограничитель оборотов пока что у них не решается, хотя оно должно сниматься автоматом. Так вот, каким-то образом они связали это с АБС, хотя на этих квадроциклах нет АБС, но когда мы нажимаем на газ, компьютер видит то, что не считывает движение, и поэтому он дает обороты, поднимаются и сразу их опускает вниз, пока чуть-чуть не начнет ехать квадроцикл. Как только квадроцикл начал ехать, уже этой проблемы нет. Так вот, чтобы это решить, сам Одис написал, что надо поднять щиток приборов, добраться до компьютера и там всего лишь перекусить один проводок. Что я вам дальше и покажу. Поможет это или нет, мы узнаем в конце этого видео. А пока что попробуем это сделать. Перекусим так, чтобы на всякий случай могли, если не поможет, чтобы мы могли обратно его потом соединить. Как-то так. Ну что, погнали? Итак, снимаем щиток приборов, снимаем корпус предохранителей и добираемся вот до этой вот фишечки, которая идет на компьютер. Я убрал в сторону блок предохранителя, и теперь подкручиваем компьютер, мозги, для того, чтобы перекусить один проводок вот на этой вот фишечке. Итак, вот нам нужен, вот показываю поближе, вот этот вот проводок, зеленый с белым, возле оранжевый с белым, с другой стороны синий с серым. Вот этот надо перекусить. Вот он здесь вот находится. Я его уже отрезал и заизолировал. Ставлю его туда в жгут обратно. Сейчас проверим, как будет ехать. Проводок мы перекусили. И теперь едем проверять, насколько это нам помогло. Единственное, что сейчас квадрик холодный. Мы чуть-чуть прокатимся, чтобы его довести до рабочей температуры. И потом уже начнем проверять. Как раз мы пока доедем до леса, температурка поднимется сейчас. И будет нормально. Правда, этот дождик немножечко не в тему, но ничего. Мы сейчас доедем до леса, там листочки нас будут немножко укрывать от дождя. Но я приоделся.
рассчитывая на то, что может лететь грязь. Поэтому мы, если что, готовы к любым погодным условиям. Ух, прям какой дождь идет хороший. С солнцем. Температурка вон уже поднимается. Уже как раз мы доедем до леса, и можно будет испытать, помогло нам это или нет. Но я думаю, не зря написали это официалы, скорее всего, это должно помочь. Вот информация это написана официалами, но сам тот парень, который получил этот ответ, сказал, что он это делать не будет, потому что он, мягко выражаясь, рукожоп. И дождется, когда официалы ему вышлют новый компьютер, в котором решена эта проблема. Я же ждать этого не буду. Решил попробовать, насколько это поможет нам. Так, раньше я сюда не мог подъехать, потому что я когда подъезжал, он начинал у меня задыхаться. Теперь нормально. Так, первая проверочка прошла. Сейчас мы по лесу посмотрим, как оно. Пробуем. Ох, как он теперь едет, интересно. Все, проблема решена, ребята. Можете смело кусать этот проводок. Спасибо, что досмотрел это видео. Надеюсь, кому-то эта информация была полезна. Кто-то избавит наконец-то свой квадроцикл от болячки. Также не забываем подписываться, ставим лайк. А если у тебя остались вопросы, пишите мне комментарии. Всем постараюсь ответить. Пока-пока.